SCP-136. Обнаженная кукла. Объект номер SCP-136. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Для содержания объекта не требуется никаких особых условий. SCP-136 должна храниться в стандартной бетонной камере содержания размерами 10 на 10 на 10 метров. SCP-136-1 должна находиться в прозрачном пластиковом кубическом ящике с ребром полметра, расположенном на столе в центре комнаты. Видеонаблюдение не требуется, если только над SCP-136 не проводятся эксперименты. После инцидента I-136-C, смотри отчет о происшествиях, входить в камеру содержания SCP-136 чаще одного раза в месяц без специального на то позволения главного исследователя разрешено только сотрудникам класса D. Описание. SCP-136 оказывает эффект только на людей. SCP-136 представляет собой два явления. SCP-136-1 может представать в разном виде, но чаще всего имеет форму грубо сделанной куклы из глины, дерева, металла или ткани, в основном с женскими очертаниями, длиной в большинстве случаев между 10 и 30 сантиметрами. Мужские очертания кукла принимает приблизительно в 10% случаев. SCP-136-1 не имеет никаких особых свойств, которые можно обнаружить доступными методами. Масс-спектрометрия взятых образцов показывает соответствие состава тому материалу, из которого кукла состояла на момент отбора проб. Если кукла повреждена до такой степени, что в ней нельзя более опознать человеческую фигуру, например, после отрыва головы либо всех конечностей, она полностью исчезает, а затем появляется в радиусе 1 метра от этого места в новом виде. Продолжаются тесты процесса полного испарения куклы. SCP-136-2 проявляется только если SCP-136-1 наблюдается более 20 минут, при этом так же, как и SCP-136-1, предстает в различных формах. Первый признак присутствия SCP-136-2 – это смех, мужской или женский, в зависимости от того пола, который приняла SCP-136-1. Сотрудники, слышавшие смех, описывают его как пугающий или жуткий. Смех звучит отовсюду в интервале от 5 секунд до 2 минут, после чего наступает период тишины длительностью около 5 минут. После временного затишья SCP-136-2 появляется снова вместе с внезапным исчезновением SCP-136-1. SCP-136-2 – бестелесная, голая или частично обнаженная фигура, чей пол совпадает с полом SCP-136-1. SCP-136-2 меняется в размерах от 1,9 до 2,1 метра, всегда находится в вызывающих позах и медленно движется по воздуху мелкими шагами, со скоростью 0,2 метра в секунду, навстречу к испытуемым или испытуемому. Если испытуемых несколько, каждый будет видеть, что объект движется именно на него. После появления фантома смех усиливается. К тому времени, как SCP-136-2 приближается на расстояние от 1 до 2 метров, все испытуемые впадают в состояние ужаса, коллапса или начинают пятиться, пока не упрутся в стену. SCP-136-2 чаще всего замирает на расстоянии около 5 см от испытуемого, затем издает истошный крик и исчезает. Через 10-15 секунд SCP-136-1 появляется на своем прежнем месте в новом виде. Фантом имеет пугающую внешность. Его губы широко открыты, застыв в крике ужаса и боли. Он периодически скалится и облизывает губы. Радужная оболочка заполняет почти весь белок его глаз, которые выглядят бешеными и наполненными кровью. В женском обличии его талия выглядит непропорционально узкой, а грудь огромной. Наблюдение SCP-136-2 вызывает сильные переживания и непрекращающиеся ночные кошмары на срок до полугода у всех испытуемых, что, возможно, объясняется сильным психическим стрессом. После видения большинство испытуемых оказываются не в состоянии покинуть комнату тестирования без посторонней помощи. Интересный факт.
Сотрудники класса D, имеющие различные сексуальные отклонения, все равно испытывают строго отрицательные эмоции к 136.2. Начало зачеркнутого фрагмента. Не зафиксировано случаев проникновения SCP-136-2 за пределы камеры содержания. Конец зачеркнутого фрагмента. Смотри инцидент I-136A. Дополнительная информация. SCP-136 была найдена в детской комнате заброшенного дома который, по слухам, был населен привидениями. Во время осмотра одного из таких домов, что входит в прямые обязанности организации, была найдена SCP-136. Это случилось после того, как агент с воплем выпал из окна второго этажа. Отчеты о происшествиях. Инцидент I-136A. Дата. Доктор Саймон был 25-м человеком, который увидел 136.2, и 4-м, кто вызвался на это добровольно. Просмотр произошел без отклонений в процессе, так же, как и всегда. Приблизительно 2 часа спустя после просмотра 136.2 доктор Саймон, находившийся в закусочной с группой других исследователей, закричал и выронил чашку кофе из рук. Из его бессвязных криков стало ясно, что он видит 136.2, плывущую через холл прямо на него. Доктор Моррис и доктор Гаррисон схватили его, предположив, что тот все еще находится под впечатлением от недавно пережитого сильного шока. Приблизительно 2 минуты спустя все присутствовавшие в закусочной потеряли сознание. Доктор Сабойя очнулся первым и попытался привести в чувство своих коллег. Доктор Саймон впал в кому и умер 3 суток спустя. Доктор Майерс запросил присвоение объекту класса Кеттер. Получен отказ в присвоении объекту класса Кеттер. Нельзя исключать вероятность того, что произошедший несчастный случай был вызван каким-либо другим телепатическим SCP-объектом. Инцидент I-136B. Дата. Сегодня это случилось снова. Агент загнал в комнату нескольких расходников, а сам остался снаружи вместе с 136 закончила свое представление, и я помогал выгребать подопытных наружу, когда все вокруг потемнело. Я очнулся от того, что агент хлестал меня по лицу. 3 расходников пали в кому. Эта хреновина убивает людей. За 10 лет мы не узнали о ней ничего нового. Какой смысл с ней вообще возиться? Я прошу начать поиск способа уничтожить 136. Может быть, свести ее с каким-нибудь телепатом на нашем содержании. Не похоже, что тут поможет простое сожжение. Подписано доктор Майерс. Запрос на уничтожение отклонен. 136 представляет особый интерес для дальнейшего пристрастного изучения. Инцидент I-136C. Дата. Оно полностью вышло из-под контроля. Вы все видели, что произошло. Дьявол, да никто в радиусе километра не забудет. А все сотрудники класса D из тестовой комнаты испарились неведомо куда. Как минимум нам нужно проводить куда более строгий отбор расходников перед отправкой внутрь. Мы могли бы выяснить, что он гораздо раньше. Слава богу, мы все-таки выяснили, чем это вызвано. Запрашиваю реклассификацию объектов Кеттер и разрешение на попытку его уничтожения. Подписано доктор Майерс. Запрос отклонен. Доктор Майерс смещен с должности руководителя исследований SCP-136. Объект переходит под прямой надзор смотрителя и доктора и будет использоваться исключительно для проведения углубленных допросов.